Посмотрите, мы находимся над облаками. Какая красота. И стройка, когда так, стройка как закончится, я не знаю, задолбались. Как приятно каждый вышивальный влог начинать с готовой работой. Это уже, кажется, становится традицией. Неплохо бы. Третий вышивальный влог подряд я начинаю с новой работы. Но, к сожалению, это нереально, потому что это были работы, которые надо было доделать, были маленькие работки, а сейчас остались только большие, либо что-то начать. Итак, готовая работа от Mill Hill. Кукурузы Harvest Con. И тадам! Вы полюбуйтесь на эту красоту. Вы, конечно, эту красоту уже миллион раз видели, но это, на мой взгляд, это одна из лучших милхиловских разработок. Это вообще просто огонь. Это кукуруза, она как живая, вот реально. Посмотрите, какая она классная. Просто замечательная. И у меня, кроме восторгов по поводу этой кукурузы, других слов нет. Конечно, было немножко сложноватенько разобрать бисер, но в конце концов я разобралась, я вам рассказывала в прошлом видео, как я это делала. И пуговичка здесь, она как бы в наборчике такая невзрачная была, вообще никакая, но в готовой работе она довольно-таки гармонично смотрится к месту. Классная кукуруза. Я довольно счастлива. Мне она очень нравится. Как бы вам так показать, чтобы вы также восторгнулись, как и я, с этой кукурузой. Здесь, видите, вот этот бисер называется Rainbow, что значит радуга у нас. И видите, он такой, как бензиновый, переливается разными. С одной стороны он вот такой темно-синий, с другой стороны он голубенький такой. И здесь еще он где-то вот здесь, вот видите, в этой кукурузине попадается. А есть вот этот желтый, вот он реально как цвет кукурузы, вот, которая у нас продается, нормальная желтая кукуруза. Вот этот бисер. Вот один в один цветом кукурузы. Очень красивый. Конечно, было нудно зашивать вот этот фон. Я знаю, многие берут ткань вот в таком цвете и просто тень от этой ленточки вышивают и от кукурузы, а сам фон не зашивают. Мне почему-то нравится больше Mill Hill именно на бумаге. Я не собиралась делать там ни подушечку, ничего. Я хочу этот дизайн, эту работу в рамочку оформить и поставить на самое видное место, потому что мне очень нравится. Я буду и кукурузы вышивать на бумаге, тоже в рамочку вставлять. Я видела, многие делают действительно подушечки из вот этих и кукуруз, и тыквы. Но мне, как я уже сказала, больше все-таки нравится в рамочке. Красота необыкновенная. Всего я слышала, многие говорят, что сейчас Mill Hill мало кладет там всего. У меня осталось всего много. Я не знаю, хватит ли еще на один отшив, но такое чувство, что хватит. Посмотрите, сколько мулине осталось. Вот реально его много. Может, вот этот фон, который зашивать цвет, его не хватит. А всего остального, мне кажется... И бисера, посмотрите, сколько много бисера осталось.
Раз, два и три. Вот реально очень много бисера. Его, конечно, прилично уходит, но ну как бы и много его и здесь. Смотрите, сколько. Мне кажется, половина осталась. Класс, я довольна. Меня наборы Милхил не разочаровывает. Ну, еще раз взглянем на этот прекрасный дизайн. Теперь осталось оформить. И это даже не все, не последняя хорошая новость, а еще у меня есть готовый блок звезда. Я собираю мою звезду в рамочке. Вот эти пока я сложила, и вот так начинаю я уже их сшивать. Конечно, тупила я, пока я сложила, чтобы они у меня вышли так, как оно должно быть. Я не представляю, как люди пазлы собирают там. Здесь же все было рассчитано, все под этот самый, и то я не знала, куда чего притулить. Но в конце концов сложилось у меня все. Естественно и понятно, что не профессионал я ни разу. У меня здесь постоянно эти швы заглаживаются не в ту сторону, в которую надо. Здесь у меня в одну сторону, потом в другую. Я не знаю, как я буду собирать это все в кучу. Эти швы будут все в разные стороны. Надо какой-то метод придумать, как эти швы, чтобы они были в одну сторону делать, я пока не знаю. И вот такая получается. Осталось все это вместе сшить. Я и тут умудрилась. Я там нашла быстрый способ, когда вы собираете здесь вот так эти квадратики, собираете, а потом их пришиваете друг к другу. Я и тут умудрилась ошибиться, пришлось распороть и опять перешивать, брать по 2 кусочечка и пришивать. По 2 кусочечка и пришивать. И я уже не стала эти быстрые способы. Думаю, пока я научусь, буду делать медленными способами. Так вот, теперь мне надо заказать синтепон и утеплитель этот, или как он называется, флизелин и синтепон, вот, чтобы продолжать это все дело. Ну, я так понимаю, на мою задумку мне одной звезды мне не хватит, мне надо будет, наверное, делать еще одну. Ну, посмотрим. Ну, красиво выходит, согласитесь, да? У меня синие вот. Я думала, мне хватит вот этой ткани на все с этими огурцами. Ну, не хватило, пришлось взять вот эти розочки. Ну, ничего страшного. В общей картине, мне кажется, смотрится очень даже прикольно. Та-дам! Я это сделала. Не без косяков, естественно. Немного тут криво и косо, но... Как по мне, для первого раза, еще знаю мои сложные отношения с пэтчворком, смотрите, можно понять, что это звезда, переплетенная в кольцах каких-то там, квадратах. И я, честно говоря, если там везде более-менее сходилось эти уголочки, ну вот здесь, я имею в виду вот эти вот уголочки, они... достаточно четко у меня сходились везде, то вот в центре мне пришлось переделывать несколько раз. Блин, ну вот я уже начала разговаривать с этой звездой, говорю, ну как ты могла меня так подвести? Везде более-менее четко уголочек в уголочек сходится. Здесь у меня там, приличная такая разница получалась. Я думаю, да что ж такое, как это вообще возможно? Ну вот возможно. И полосочки, понятно, у меня здесь в разные стороны. Я там не придерживалась, что они должны быть
все такие, совпадать вот эти все линии, и поэтому, видите, получился такой хаос немножко. Ну, как по мне, так ничего. И получился такой приличненький размер, метр на метр получилось. И я думаю, вот мне надо это покрывало вообще 3 метра. Но дело в том, что 2 метра мне надо будет вот так застелено ровное, а по 60 сантиметров с обоих сторон будет вот так. И если это метр, я сделаю еще 1 метр, у меня 2 метра, это будет на сиденье как раз, а на вот такие эти, ну это на диван накидка, вот на вот эти, как это называется, ну ручки, не ручки, борты, не борты. Вот на это надо по 60 сантиметров, и это тогда этот не подходит, слишком большой. И потом у меня вот такая только ткань осталась. Это закончилось, это закончилось, это закончилось. Все будут они, ну будет оно в сине-красном, но будут все разные. Ну я думаю, это нормально. Посмотрим, что получится. Ну я рада. Я на радостях даже синтепона заказала 3 метра. Ну, что же я еще делала на этой неделе? А это я наступила себе на горло и опять-таки взяла я свою парижанку, и я здесь вышивала вот эти вот развивающиеся ее ленточки, обшила вот так сумочку. Здесь на сумочке тоже еще должна быть какая-то загогулина. Вот эти штучки я сделала ей. Вот эту ленточку я делала. И, естественно, я сделала ноги. Опять же, повторюсь, 150 раз я переделала. Мне пришла в голову мысль, помните, как этот самый мультик был про Виктора Перестукина, который 1,5 землекопа там попал в страну, где он там по математике ошибок наделал, и там было 1,5 землекопа, и я не хочу оказаться в этой стране, где эта парижанка мне скажет, что ты мне сделала ноги там кривые, короткие или еще какие-то не такие. Потом мне показалось, что эти ноги как-то они должны были вроде быть сюда ближе. Потом мне казалось, наоборот, они должны быть сюда ближе. Ну и, короче говоря, каждый раз, когда мне что-то там казалось, я это все переделала. Потом я спросила у мужа, говорю, смотри, как ты считаешь ноги? Ноги на месте. Тут, говорит, на месте ноги. Ну, надеюсь, что ноги на месте. И вот здесь я вот, как только начинаю разговаривать, начинаю кашлять, и садится у меня голос. И вот на Эйфелевой башне я вот начала вот этой ниточкой, как это называется, металликом вышивать. Ну, нормально, он, конечно, жестковатый, этот металлик, ну, как бы вроде ничего, нормально ложится, видите, нормальные крестики получаются, не страшные. Хотя металлик, допустим, если с Rainbow Gallery сравнивать, конечно, похуже. А так вроде ничего, нормально выглядит. Ну и как обычно, я повышивала эти ноги, сделала вот эти ленточки, вот это вышила, и все, думаю, надо откладывать. Будем по чайной ложке, в час по чайной ложке, как говорится, но главное, чтобы ее доделать, потому что если каким-то одним рывком сделать, мне кажется, я не пересилю себя. И все, я боюсь приступить к ее лицу. Вот здесь это лицо надо сделать. И потому как я 150 раз что руки, что ноги переделывала, к лицу я даже боюсь приступать. Ну, пока буду... Здесь я уже, видите, как видите, дошла до крестиков. Вот здесь будут уже дальше идти крестики. Так что я сейчас крестики повышиваю, а потом оставлю самое сложное. Уже потом буду как бы видеть финиш на горизонте, скажем так, тогда, может, это все пойдет быстрее и легче. Вот. И потом, что же еще было? А после парижанки я взяла своего петуха, и посмотрите, я добралась наконец-то до маков, и вот такой я кусок этих маков сделала. Здесь я прибавила на этом. Мне кажется, я шью, да, но прибавляется вот заметно вот этот кусок, но все равно, когда говоришь, здесь 1000 крестиков,
кажется, да где они, эти 1000 крестиков? Здесь 1000, здесь 1000. Где они, эти 1000? Ну, вот такое, да. И это только начало, скажем так. Это часть его хвоста. Ну, я вам ставлю картиночку напомнить. А вот это один, ну, я начала первый мак, и это даже здесь сколько? 1/5 от этого мака. А будет 3 этих мака. Ну, красиво, мне очень нравится. У меня, как выясняется, как обычно, не хватило ниточки. Вот здесь вот эта бледно-бледно-розовенькая ниточка. Она должна была быть какая-то там 936-я, а я ее заменила на 221-ю, по-моему, если я не ошибаюсь. И, по-моему, она отлично вписалась. Я по карте цветов в интернете посмотрела. И мне кажется, ничего, хорошо выглядит этот мак. Вот. Ну, это, конечно, по сравнению с париженкой вообще отдыхалочка. Конечно, здесь они такие приличные, эти самые кусочки. Ну, вот видите, вот такой кусочек, вот такой кусочек. Вот здесь красненькие. Вот. Но они все вот так как-то идут. Не квадратиками там, либо не такими плямками, а вот именно вот такими линиями, что в хвосте, что здесь в маке будет все это вот так идти. Ну, мне нравятся цвета, мне нравятся сиреневый, синий, все оттенки вот эти, потом эти розовые, красные оттенки пойдут в маках. Класс. Очень доставляет мне огромное удовольствие вышивать этого петуха. И Каунт, господи, что я говорю? Каунт очень комфортабельный такой, очень хорошо на нем. Что-то еще сегодня вечером поделаем и посмотрим. Ну что же, и напоследок я вам покажу The Garden от Эми Бишоп. Конечно, хотелось бы мне очень сказать, что все, крестиковую часть я закончила, и мне остается сделать только здесь хардангер по центру. Но нет, не сложилось, не срослось, как говорится. Здесь мне остался бэкстич. Вот, как видите, роза здесь, нарцисс, вот это тюльпан. И это им как бы требуется вот этот подсолнух, им требуется бэкстич, естественно. Вот здесь я уже начала делать этот бэкстич. Видите, как красиво получаются эти цветочки. И вот здесь на желуде у меня вот здесь 2 листика должны быть вот таким лонг-стичем вышитые. Красота получается необыкновенная. Здесь, конечно, я кое-что поменяла, изменила, потому что мне не понравилось, как получилось. Вот этот виноград, здесь должна была быть, вот здесь, видите, место еще есть, вот такая виноградинка. Но когда я ее вышила, она какая-то не в тему вообще получается. Не сказать, что это продолжение грозди, и не сказать, что это одна отвалившаяся, а так, как вот у непришей. Как всегда, прервали на самом интересном месте. Говорила я о том, что вот здесь виноградинку я ее отпорола. Я здесь ее вышила, но потом отпорола. И я, наверное, продолжу вот здесь вот это, как бы, как это называется, лиану, этот хвостик, и все. И оставлю так, потому что, некрасиво, поверьте мне на слово. Не стала я уже снимать, как оно там было, но оно не выглядело органично в этом дизайне. Я, наверное, может, что-то как-то сделала неправильно, почему оно у меня так вышло. Ну, вот так вышло. И что? И останется мне потом, как это называется, хардангер в центре. Я надеюсь очень сильно, что я за выходные это все сделаю, и с этим дизайном будет наконец-то покончено. Потому что сколько я год его вышиваю, но он того стоит, полюбуйтесь, какая красота. Но это я уже буду рассказывать в видео о готовой работе. Наверное, скорее всего, я сниму видео о готовой работе, потому что она заслуживает этого. Полюбуйтесь, как это все красиво. И тут как
на горизонте замаячил финиш такой грандиозный. Мне что теперь зачесались руки, срочно мне надо что-то начать. И я полезла, начала вытаскивать все подряд. И теперь я сижу, как царь Кощей над златом чахнет, так и я смотрю и думаю, что же мне взять? Хочется взять, естественно, все. Но, как вы понимаете, все не охватишь. И сейчас я вам покажу, что я там хочу, а мы с вами вместе, я надеюсь, вы мне поможете выбрать. Итак, приготовила я себе здесь кучку и не знаю, за что хвататься. Приготовила я уже себе зимние сюжеты, потому что вот эти маленькие игрушечки осенние, если вы помните, я вам как-то показывала, там были тыквы, там была груша. Я их не брала, и поэтому они вернулись в коробку ожиданий снова. И я взяла вот эти зимние сюжетики уже. Ну, я подумала, уже логичнее начинать зимние сюжеты. Ну, какой смысл? Ноябрь у нас остался здесь, и уже, а там в декабре 25-го уже Рождество. Надо к началу декабря уже подготовиться. И мне хочется сделать, наверное, скорее всего, я сделаю шишку, потому что она мне больше всех нравится. Но паровозик, он очень-очень милый. Он вот выглядит вот так, как бы стрёмненько, но а вживую он классный. Я видела отшивы, кто-то на YouTube кто-то отшивал его, и он, знаете, это из серии как та лошадка. Ту лошадку смотришь на превью, ну, вообще ни о чем. А когда я ее вышила, ну, она ж такая милашка вообще, просто прелесть. Вот это паровозик, это из этой же истории. Вот он вот никакой, а когда его вышиваешь, он огнище. А шишка, так, это вообще красота необыкновенная. Она даже на превью у них удалась замечательно, а в жизни она вообще великолепная. Хотя здесь и не так уж много бисера, тут совсем немножко. Ну, здесь есть вот такие какие-то, как типа зернышки. А бисер, ну, где-то там. Ну, тут один пакетик. Ну, оно же само малепусенькое, что там того бисера должно. И потом мне очень сильно хочется вот эта собачка. Я так ее полюбила. Я вообще хочу собачку в жизни. Но в жизни я не хочу таксу, потому что они норы везде роют. Она перероет мне весь сад. И я хочу себе пуделька. Ну вот, а эту собачку я хочу вышить, потому что она прекрасная. Хотела я сначала эту собачку, у меня, я еще весной привезла с выставки из Италии вот эту коробку там, которая вставляется в окошко для вышивки, оставляется. Но это квадратный сюжет, а там нужен длинный, и он получается слишком высокий. И слишком короткий. Ну, короче, не подходит она. Сейчас я вам притащу эту коробку, и вы мне присоветуете, что туда вышить. Я сейчас на секундочку это все уберу, чтобы поставить сюда коробку. И назовем эту часть видео «Помощь зала». Вот такая коробка, очень красивая, деревянная. Она такая приятная на ощупь. Здесь, видите, углы так сделаны хорошо. Ну, я люблю вот такое дело. И здесь стеклышко у нас, и здесь с этой стороны, видите, все приспособлено. Здесь даже из картоночка натягивать, там этот самый, и вот такой задничек, чтобы закрыть, когда вставится вышивка. И вот здесь размерчик этой коробочки. Так, сейчас посмотрим. Окошко, размерчик окошка у нас 18,5 на 12. Вот, я уже тут, знаете, лепила вот этого моего мотылька от Reflet de Soie, но здесь же у меня бисер, и не хочется этот бисер под... Она, в принципе, в окошко в это влазит, но она впритык получается. Сейчас я попробую показать, как это выглядит. Так, ну вот, я сняла, убрала этот, как его, натягивать задничек.
И вот смотрите, как оно выглядит. Видите, оно прям, ну, очень тесно оно. Хотя, с другой стороны, может, так и надо. В общем, я не знаю. Или присоветуйте мне, что мне сюда вышить красивое. Может, тоже из Рифле де Суа что-нибудь выбрать. У них там много таких дизайнов очень красивых. Мне кажется, они будут великолепно выглядеть. И либо этого мотылька сюда. Здесь оно чуть-чуть поднимется. Это мне сейчас этот пинкип не дает. Ну, конечно, вот здесь цветочек, он зажимается, пошире он получается. А так красиво получается, да? А вот у меня есть такая коробка, и на этой коробке вот такой есть пинкипчик. И вот, видите, он держится здесь на магнитиках, вот таким образом его приляпал, и он хорошо держится. Но дело в том, что эта коробка, кто помнит, я ее сама красила типа под малахит. Ну, мои там попытки покрасить коробки не всегда заканчивались успешно. У меня там на чердаке есть еще одна коробка, которую я раз 150 покрасила, но она так красиво и не вышла. Ну, ладно. Что я хочу сказать. Эта коробка, видите, у меня совсем поломалась. Ну вот, все, капец ей, ее уже нельзя исправить. Но она мне очень удобная, потому что здесь очень как-то удобненько. Все хранятся эти самые ниточки у меня. А вот в этой новой коробке ну, такой штучки нету. И она там бархатная, вроде как она более торжественная, эта коробка новая. Видите, она внутри какая. Ну, не знаю. Вот этот пинкипчик туда внутрь засунуть. Потому что здесь очень легко он разбирается. Он здесь, видите, натянут просто-напросто на нитке. Это картоночка с магнитиками. Тут не составит труда это все разобрать и сделать поменьше, она поуже получается под эту новую коробку. Ну, видите, она вот прям вот так будет. Прям просто впритык. И не хочется дербанить это, а вдруг оно будет некрасиво, будет вот так впритык прилепленное и будет выглядеть как некрасиво. Вот поэтому помощь зала мне и требуется. А сейчас вернемся к моим хотелкам. Ну что же, кроме такой чудесной собачечки, ну вот мне очень сильно хочется эту собачку, очень она прикольная. Это, по-моему, из новинок, ну, во всяком случае для меня новинка. Она, видите, здесь не очень, ну как бы не очень, но прилично бисерка. Где он тут, я не знаю, наверное, на шарфике и на вот этой штучке. Красивая собачка. И вот этот, естественно, ну, все три я, понятное дело, не буду вышивать. Я вот больше склоняюсь либо елку, либо оленя. Вот голосуйте, выбирайте из этих трех, что вам больше нравится, что лучше вышивать. И естественно, мне очень сильно хочется, немного чего хочется. Мне хочется и чашечки, что я вам показывала от Rosewood Manor, которые пришли. Но на чашечке у меня ниток нету, а здесь наборчики готовые. Здесь все уже есть, вам ничего не надо париться. Бери и вышивай просто-напросто. И вот на вот этот Red Winter, красная зима, звучит немного как-то как фильм ужасов, но тем не менее. Вот такой дизайн от Рената Паролин. Тоже он очень красивый, как я уже убедилась, Рената Паролин получается великолепно. И у меня есть на это
Тоже все, у меня есть вот такая тканюшка. Я хочу на ней вышивать, мне кажется, она нам будет выглядеть великолепно. Ну, хотя здесь, видите, он какой-то кремовый больше. Но мне кажется, и на этом оно будет более рустикально так выглядеть, ну, классно. И будем постепенно прощаться с осенью и переходить к зиме, потому что у меня аж на зиму еще там запланировано Dimensions, вот эти игрушечки я вышиваю, тоже буду брать одну игрушечку, вышивать этой зимой. Потом же Serenitadi компания, что я там тыкву на этом баннерке вышила, там же еще будет зима, но на то все у меня... На Dimensions, понятно, у меня есть все нитки и ткань, а на Serenitadi компания у меня нету ниток, и мне все равно в любом случае надо ждать нитки. Ну, а пока есть вот это, что мне хочется. Боже, планы! Хочется объять необъятное, но давайте смотреть реалистично на вещи. Я так полагаю, больше всего я склоняюсь к тому, чтобы начать вот такую собачку, шишку и Рената Паролин. С этими, ну, может, чуть позже. Что вы скажете мне, что вы мне посоветуете? Так что я жду ваших советов в комментариях. Я жду ваших ободрений, подбодрений, пинков в комментариях. Спасибо большое, что вы позвонили. Боже, я заговариваюсь. Посмотрели. Если вам понравилось, поставьте лайк и увидимся в следующем видео. А сейчас всем пока-пока.